Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в выпуске яхта Pacific Seacraft 37, а именно версия, выпускавшаяся с 1980 года. Более ранняя версия выпускалась с 1979 года и называлась Крилок 37. По своим техническим показателям Pacific Seacraft 37 чуть-чуть лучше, чем Крилок 37. По традиции напоминаю, что на канале Идеальный круизер мы анализируем модели яхт, сравнивая их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Это дает нам возможность, опираясь на цифры, оценивать рассматриваемые модели яхт с точки зрения конструкторского замысла и сферы оптимального их использования. Джон Холтроп – морской инженер и конструктор. На основании анализа более 400 проектов известных яхтенных конструкторов составил так называемый эталонный проект крейсерской яхты, который мы и будем использовать в качестве эталона. В эталон также вошли показатели, предложенные Яхтенным гоночным союзом США и Обществом морских инженеров СНЭЙМ. Итак, Pacific Seacraft 37. Дизайн William Крилок. Материал корпуса Fiberglass. Начиная с 1988 года при производстве корпусов в первый слой ламината стали добавлять смолу на основе винилэфира для предотвращения осмотических пузырей. Тип парусного вооружения – катер. Некоторые экземпляры выпускались с парусным вооружением шлюп или ял. Тип киля – финкил и радар со скегом. Авт-кокпит. В кокпите расположен люк в машинное отделение. Такое расположение люка делает замену двигателя гораздо менее сложной процедурой, чем попытка перемещать двигатель через рубочный люк. Все органы управления парусами сосредоточены в кокпите. Лодки более ранних годов выпуска имели рулевое управление системы Edson. Лодки более поздних годов выпуска имеют рулевое управление системы White Look. Алюминиевая мачта имеет высоту 47 футов 9 дюймов. Интерьер выполнен из тикового дерева. Высота помещения составляет более 6 футов 3 дюймов. Это 1,83 см. С самого начала Pacific Seacraft 37 оснащался двигателем марки Universal. Более поздние лодки оснащались двигателем Yanmar мощностью около 50 лошадиных сил. Емкости. Объем бака для воды 360 литров. Объем топливного бака 151 литр. Для круизной лодки емкости выглядят недостаточно емкими. Цены колеблются от года выпуска и состояния яхты и находятся примерно в диапазоне от 50 тысяч долларов до 450 тысяч американских долларов. Основные размерности. Длина корпуса по палубе 36,92 фута. Длина корпуса по КВЛ 27,75 фута. Ширина корпуса максимальная 10,83 фута. Осадка 5,5 фута. Водоизмещение 16 тысяч фунтов. Площадь парусности 618 квадратных футов. На индикаторе, как и всегда, зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Показатель не зависит от длины корпуса. Для Pacific Seacraft 37 значение фактора энерговооруженности равно 15,63. Значение немного меньше, чем у эталона. Добавим плюс к условному комфорту. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 334,26 находится в диапазоне значений эталона. Добавим плюс к условному комфорту. Фактор комфортности. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Отдает предпочтение тяжелым лодкам с несколько свешивающимися и узкими бортами. Все эти факторы смягчают реакцию судна на удары волн. Эта философия проектирования противоречит многим современным крейсерско-гоночным проектам, но она основана на огромном количестве данных, полученных в условиях океана, а не на веяниях моды.
Для Pacific Seacraft 37 значение равно 33,95. Значение соответствует эталону круизера, и это плюс к условному комфорту. Риск опрокидывания. Критическим считается значение 2 единицы. На индикаторе это значение помечено красным флажком. Значения меньше 2 считаются хорошими. В нашем случае значение равно 1,66. Значение находится в диапазоне значений эталона, плюс к условному комфорту. Фактор балласта. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению и является одним из показателей остойчивости. Значение 39 попадает в диапазон значений, характерных для круизных лодок. Добавим плюс к условному комфорту. Стройность корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине и характеризует относительную ширину корпуса. Чем меньше значение, тем корпус более относительно широкий. Для крейсеров более характерны умеренно стройные корпуса. Для Pacific Seacraft 37 значение равно 3,41. Значение соответствует эталону. Корпус умеренно стройный. Это плюс к условному комфорту. Проектная скорость корпуса. Для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии и обычно определяется как максимальная скорость, развиваемая водоизмещающим судном при разумной мощности в 2-3 лошадиные силы на тонну. В нашем случае скорость корпуса равна 7,6 узла. Это меньше, чем у идеального круизера, плюс к условному комфорту. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для Pacific Seacraft 37 значение равно 1,6. Это соответствует эталонным значениям. Это плюс к условному комфорту. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Момент инерции чувствителен к расстоянию элементов судна от центра тяжести. Например, замена рангоута на более тяжелый или установка радара в районе Краспиц может существенно повысить момент инерции при незначительном изменении водоизмещения. Для нашей лодки значение равно 605 2,12 фунтов на фут в квадрате. Значение соответствует эталону, и это еще один плюс к условному комфорту. Период бортовой качки. Период качки зависит от момента инерции и обратно пропорционален остойчивости. То есть, чем остойчивее судно, тем меньше у него период качки. В нашем случае период равен 3,86 секунды. Значение соответствует эталону. Добавим плюс к условному комфорту. Показатель остойчивости. Остойчивыми считаются лодки со значением до 1 единицы. Валкими со значением более 1,5 единицы. Значение 1,17 попадает в диапазон эталона и означает, что лодка умеренно валкая. Плюс к условному комфорту. Ускорение бортовой качки. Значение до 0,06 G – это значение, практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинаются недомогания. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. Для Pacific Seacraft 37 значение ускорения бортовой качки равно 0,06 G. Это замечательное значение, не оказывающее влияния на человека. И это плюс к условному комфорту. Подведем итог по Pacific Seacraft 37. Pacific Seacraft 37 набирает 9,73 балла в рейтинге «Идеальный круизер». Шкала Comfort Drive полностью зеленая, а это значит, что все показатели либо соответствуют эталону круизера, либо не противоречат ему, как, например, скорость корпуса в нашем случае. И еще раз посмотрим на размерности и показатели. Почти все показатели попадают в диапазон значений эталона, за исключением длины корпуса по КВЛ, которая чуть-чуть меньше эталонного значения. То же самое можно сказать про площадь парусности. Немного меньше эталона значение фактора энерговооруженности. И проектная скорость корпуса, которая зависит от длины лодки по КВЛ, также меньше эталонного значения.
Но в целом по техническим показателям Pacific Seacraft 37 это отличная круизная лодка. Лодка хорошо сконструирована и качественно изготовлена. И это почти идеальная круизная лодка для пары. Интерьер может показаться маленьким по сравнению с более современным дизайном, но цель круиза не в том, чтобы взять с собой все мирские блага, а как раз наоборот, оставить их позади. В рейтинге «Идеальный круизер» Pacific Seacraft 37 занимает 3-е место, потеснив Баба 40. Хочу обратить ваше внимание на то, что данный рейтинг не говорит о том, что какая-то лодка хуже, а какая-то лучше. Этот рейтинг показывает лишь то, насколько та или иная лодка соответствует концепции идеального круизера Джона Холтропа. При выборе конкретной лодки стоит руководствоваться в первую очередь ее показателями. Разумеется, не стоит забывать и о том, что данный рейтинг строится только на параметрах, влияющих на поведение лодки в море, и не затрагивает другие аспекты, влияющие на решение приобрести ту или иную лодку. Итак, на первой странице рейтинга Halberg Красси 42F Mark II, Pacific Seacraft Крилок 44, Pacific Seacraft 37, Баба 40, Island Packet 40, Halberg Красси 352, Тачао CT 41, Colvik Victor 40, Trintella 4, Sirius 40 DS Twin Kill. На второй странице Cherubini 44 Cage, Nauticat 40, Trintella 57A, Nauticat 331, Halberg Красси Rasmus 35, Amel Super Maramo 2000, Шхуна Cherubini 48, Haber 34 C4, Halberg Красси 40C, Corsair Exploration 45. Все страницы рейтинга можно будет увидеть в очередном выпуске «Ямайский ром. Бургундская ваниль». Благодарю зрителя канала Larry Bullets за предложение рассказать о технических параметрах Pacific Seacraft 37. В следующих выпусках мы с вами продолжим знакомиться как с классическими моделями, так и с современными. Несколько следующих выпусков также будут подготовлены по предложению зрителей канала. Не пропустите. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Обращаю ваше внимание на то, что на канале мы рассматриваем серийные монохулы длиной до 58 футов включительно. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале «Идеальный круизер».